Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня мы поговорим про цену биткоина и то, что у нас сейчас происходит на графике. Как раз пока эта запись придет, мы уже кто-то подготовился, кто-то встал в позиции. Здесь было предположение, что с голова плечи, да, уровень шеи, был пробой по Атланту, точка входа как раз. Предполагал, что немножко раньше войдем. Так, что это у нас такое, что-то обновилось. Немножко раньше будет выход, вот он был ложный, с квизом, да, откатили назад. Но когда здесь начали обратно возвращать, это у меня была середина. Вот я ставил здесь лонг-шорт. Середина, здесь я вставал в позицию, как бы можно сказать, против Атланта. И здесь у нас МС начала разворачиваться. Вот она, МС, да, вот здесь, вот в этой точке. Вот мы начали расти, МС начала разворачиваться. И, ну, в общем, наш лонг подтвердился, да, и после чего Атлант показал на выход из фигуры, показал вход в позицию и пришли почти к цели. Я чуть-чуть раньше закрыл эту позицию 22 700, но у меня еще открытый лонг снизу есть, я его не трогаю, выше ожидаю. Так, в телеграм-канале, где в закрытой группе мы эти все моменты обсуждали, показывал, да, то есть что предположение, что могут отрисовать треугольник с плоским верхом, да, у нас идет тоже, есть такой момент, что да, плоский верх, ну, как треугольничек такой рисуется, и флаг, как клин, нет, флаг, вымпел, и его ручка еще на высоту этой ручки тоже может отработать, нужно будет на этот момент обратить внимание, обращать, вернее, нужно на этот момент внимание. Это все дело у нас происходит перед Америкой, этот рост. И еще у нас идет индекс потребительских цен, выйдет в 15:30 по Москве через полтора часа. То есть как раз у нас перед этой новостью идет рост, и скорее всего, как выйдет индекс. Теперь нужно смотреть, если, ну, здесь я написал в данный момент, да, если инфляция будет ниже, это будет позитивный момент, и мы продолжим рост. Ну, а если инфляция будет выше 8,1%, тогда, скорее всего, будет флэт, и после американской, ну, на американской сессии нас сольют обратно. И в будущем у нас еще будет отчет по инфляции. Об инфляции. Так. Мои сделки. Так. Так, здесь у нас полнолуние. По Атланту был лонг. И пришли в область 61% по Фибоначчи, да, в золотой карман. То, чего в принципе и ждали. Это дневной таймфрейм по Атланту. Где мы, господи? Продолжаем расти. У нас здесь интересно, ноутбук звуки лишние убирает, кроме моего голоса, или нет? Посмотрим сейчас, как отрабатывает микрофон в новом MacBook. На новом MacBook. Так, в общем, 61% пришли. Я за последнее время обратил внимание, что последнее время, последние, наверное, года 2, биткоин ходит не в золотой карман, как Форекс ходит, а именно в район 78%. То есть я предполагаю, что нас все-таки выкинут вот в эту область к 78%, потом будут откатывать. Либо, если будет пробой 81%, тут нужно ожидать других цен. 21, 26, ой, 25, 26 тысяч. Извиняюсь. Точно так и произойдет. Так, цель мы достигли, которую тоже ранее обозначал. Вот она, 22 500. По-хорошему отсюда нужно было взять шорт-позицию, но так. Я ее отменял и переставлял на 22 800. Переставил. И то посмотрим, тоже ее, возможно, ее уберу
Посмотрим. Так, сейчас, секундочку, тут отвлекаюсь. Ага, в общем, вышли. И далее у нас здесь будет вот это трендовое, да, выступать. Либо мы его коснемся. Я предполагаю, что в этот раз у нас трендовое будет пробиваться. На пробое трендовой все поверят в разворот, много кто поверит в разворот, залетят сюда, после чего цена сделает заход вниз, опять к трендовой, на ретест или 50%, вот здесь вот будет ретест проводить, ну, скорее всего, где заседание ФОМС, или даже на заседании начнет вот этот разворот и пойдет на 32% вот в эту область, 21 тысячи. И будет или сползать вниз потихонечку, или в боковике в каком-то идти, после чего может хороший дать рост. Как раз у нас получится такой, как у нас как раз вот это накопление V-образное, оно тут будет более такое уплотненное, сформированное, и из которого уже будет хороший массивный выход можно ожидать в область, предположительно, да, в область 31 500. Вот у нас область старой поддержки сопротивления, вот, в общем, вот этот, к вот этому моменту. Это не призыв к действию, это просто мое предположение, да, то, что я вижу, я делюсь с вами этой информацией, как раз вот сюда, да, мы приходим. Вам решать, как поступать. Тут никто никого за ручку не будет никуда тянуть, кнопки БЛО не существует, ребят. И никому, я не советчик, я как вижу рынок, я с вами делюсь, показываю, и каждый подчерпывает для себя ту информацию, которую он считает нужной. Работаю по Атланту. И в данный момент по Атланту у нас получилось на 15 минутке. Давайте откатимся назад на 15 минутку. Да, вовремя я закрыл позицию, которую брал отсюда. Опять не дошли до цели. Вот сейчас можно перезайти, еще одну открыть небольшую позу. Так, сейчас, секундочку. Дополнительный лонг позицию еще отсюда открыл. Так, и что у меня получилось на данный момент? Опять по Атланту был заход. Цена открытия 22 210 и закрытие 22 680. Открывал по нашему графику. 22, сколько там еще раз получается? 210. 22 210. Вот он, этот пролив. И когда цена начала здесь назад возвращаться, вот в эту область, что я и говорил, здесь long-short, да, позиция, и отсюда имеет смысл, на тот момент имело для меня смысл взять дополнительную позицию открыть. Вот я отсюда и открывал ее. Ну и как видим, удачно открыл. Точки выхода первые – это высота этого накопления. И вторая – это высота, получается, флагштока от импульса, да, где у нас, вот здесь у нас начало. Получается, вот отсюда, сейчас это заканчивали. Вот с вот этого выхода ретест вот отсюда получается. Давай вот так возьму. И максимальная у нас высота
с вот этой фигуры может дать в район 23 200, 232. Скорее всего 23 200, да, если мы уберем сейчас, да, 211. Если убрать фитили, да, чисто по телам свечей все это дело смотреть, есть вероятность, что мы можем выйти вот в эту область. Но это уже у нас будет пробой трендовый. Ну как раз и отчет об инфляции. Посмотрим. Ну, соответственно, когда вставать разворот, тогда, когда будет разворачиваться Атлант. Какой-то перекат, и при развороте по Атланту вставать в шорт-позицию. Но шорт отсюда, если открывать, то ждать цели гораздо ниже. Коррекция АБЦ в район как минимум 21 666 и даже ниже. Вот сюда 20 700, 21 тысяча, 20 700, вот куда-то в эту область. Ну, в принципе, вот цели достигнуты. Первое, это в процессе еще дополнительно открывал, вот 240% к депозиту. И по лунному календарю, как это у нас было, да, был пробой сильно вниз, нас давили манипуляторы. Шорт, это с 4 числа, хороший был. И дальше с 9-10 полнолуния, там у нас фитиль вверх пошел, и потом начался бычий цикл, бычий рынок. Вот у нас сегодня 14. Смотрим еще раз на график. Тринадцатое, 12, 11, 10 и 9 число. И началось даже с 8 числа все это дело. С 8 числа даже. Вот отсюда все началось. Но основное это 9, 10, 11, 12, 13. Вот так. В общем, подписываемся ко мне в телеграм-канал. Ссылки внизу в описании. Телеграм-канал BitAtlant. Всем удачи. Спасибо за внимание. Пока.